как мне отсвечивает. Надеюсь, меня видно, не похуй. В этом видео я хотел бы показать вам, как я рисую анимацию. Вернее, этот парень подкинул идею, а вы ее поддержали. Хоть я и создавал подобные ролики, этот, скорее всего, будет исчерпывающим, поскольку я буду начинать с самого нуля. Вообще, должен сразу оговориться. Во-первых, это не совсем обучалка, как рисовать мультики. Это повествование о том, как делаю анимацию я. Во-вторых, в этом видосе я постараюсь максимально все описать и показать настолько, что мне даже кажется избыточной такая информация. Так что не сочтите за воду. И кому это вообще нужно? Они там что, все художники, что ли? Анатомия! Кстати, насчет художников. Это уже в-третьих получается. Я надеюсь, что это заинтересует и других аниматоров, поэтому говорю специально для вас. Не имеет значения программа, в которой ты рисуешь мульты. То, что я собираюсь сделать, применимо даже для обычной бумаги. Итак, для начала, когда уже есть идея, в моем случае это было ТЗ от Стаса Васильева, первым делом нужно нарисовать раскадровку. О том, что это и зачем оно надо, я уже рассказывал в одном из своих видео, в котором, в частности, я тоже говорил, что снимал такой ролик. На подобную тему раньше я уже создавал видео, в котором я говорил, как создавал, создаю и буду создавать свои мультики. Однако, здравствуйте. Нужно понимать, что раскадровка отнюдь не самое первое, с чего начинается анимация. Перед началом я некоторое время обдумывал, как все-таки будут стоять мнимые камеры и что в них будет видно, и какие вообще сцены будут в будущей обрубовке. И следом грохнется телефон, в экране которого будет видно название рубрики. Так и замучу. После чего я пытался вытащить их из головы в том виде, в котором я их придумал. И, если честно, у меня впервые в жизни получилось это. Потому что обычно такая мыслительная транзакция происходит с дикими искажениями, что вообще-то непрофессионально. Телефон-то держать. Стоп, в левой руке. В правой же, блядь. Сука, наоборот. Вот так. В видеоряде сейчас ничего сложного не происходит, я просто рисую карандашом первый кадр, который очень важно нарисовать корректно, поскольку из него начинается движение, что, например, не так важно для поз тела в какой-то резкой экшн-сцене. Объясню на примере заставки для обзоров. Сейчас, внимание, это важно. Допустим, есть такая частица, вот она, кругленькая. В какую сторону она двигается? Да ни в какую, ты что, идиот? Это ж картинка, дебил! Я имею Дебил! в виду в процессе анимации, как рисовать ее в следующем кадре, по какому вектору она двигается. Можно подумать, что от персонажа, как и все частицы. Он как бы их излучает. Допустим, окей. Но с какой скоростью, как меняется ее форма. Че ты так все усложняешь? Чтобы это понять, можно просто посмотреть предыдущие кадры и проследить, как меняется ее энтропия в пространстве. По предыдущим кадрам видно, что она должна быть где-то здесь. На самом деле важность не в этом. Я хотел сказать не как я определяю вектора движения предметов. Для этого можно просто использовать что-то типа Onion Skin. Из-за этой фигни мне порой кажется, что я вообще не рисую персонажа, а персонаж сам подталкивает и подсказывает своими позами, как он изменится в следующем кадре. Персонаж сам рисует себя. Отсюда и вытекает сложность и важность самого первого кадра. Также и времени порой уходит на этот кадр в разы больше, чем на промежуточные. Ну, в общем-то и все. Стартовый первый кадр готов. Далее я уже знаю, что двигаться будет только рука. Поэтому, копируя первый кадр сам на себя, из его копии я удаляю только руку, чтобы нарисовать ее по-другому. Ну и начать, в общем-то, двигать эту же самую руку. По замыслу в данном случае это Стас. Он должен сделать свайп по экрану смартфона. Поясню. Если вы попробуете так сделать в реальной жизни, то палец как бы изначально слегка подвисает над экраном. Затем он должен опуститься и, коснувшись поверхности экрана, проскользить в сторону. Анимируется это довольно легко, объяснять приходится долго. Поэтому, несмотря на то, что это всего лишь раскадровка, я все равно делаю небольшую анимацию.
Еще очень хорошо помнить бы о пропорциях человека. К примеру, сейчас, когда я рисую кисти рук, нужно понимать, что ладонь должна полностью закрывать лицо. Уши растут из изгиба нижней линии челюсти. Верхняя часть ушей при нормальном прямом ракурсе должна быть на уровне глаз, а уровень глаз приблизительно делит голову напополам. Локти в нижнем положении должны втыкаться в талию, а в верхнем локоть должен быть на уровне макушки, так, чтобы, сгибаясь, рука могла лечь на голову. А расстояние между глаз человека равно этому же глазу. Господи, что это за шея? Господи, что у него с телом? Господи, он уменьшился. Господи, да где твои уши? Господи, у него нет ушей. Все вышесказанные пропорции — это не фундаментальные вещи, но их соблюдение — это верный путь к эстетике. Не нужно быть специалистом по пропорциям, чтобы понимать, что с ними что-то не так. Любое отклонение от этих норм выглядит весьма странновато. Вернемся к нашей раскадровке. Если хорошо разбираться в пропорциях, то художнику не составит труда нарисовать годную раскадровку. Результатом этого станет, скажем, быстрый старт на следующем шаге с чистовой анимацией, поскольку хорошо прорисованные объекты в теории могут быть пригодны для анимации. Напомню, рассматриваемый до этого момента этап нужен лишь для того, чтобы хоть что-то показать заказчику. Но это не значит, что для себя ее делать не стоит. Это, кстати, мне же и стоит уяснить. Давно это я стал юзать раскадровки. Тот факт, что мозг способен запомнить кучу всякой бесполезной фигни, вовсе не означает, что там же поместятся все нифиговые фишечки с камерой, с лицами, с ключевыми кадрами и так далее. Кстати, на этом моменте хотелось бы обратить внимание именно на анимацию телефона. Именно с текстом. Именно в фотошопе. Как ни крути, в раскадровке качество не так важно. В данном случае я имею в виду качество контуров. Телефон я вращал при помощи свободного трансформирования. Ctrl-T. Если шаг за шагом использовать этот метод для вращения смартфона, а мы все, конечно же, знаем, что в гифках каждый новый кадр — это новый слой. Каждое использование этого инструмента слегка портит качество. Каждый раз, когда копируется слой, для последующего искажения копируются и все ошибки. То же самое происходит, когда делятся клетки в твоем теле. Ошибки накапливаются, так человек стареет. Если не умрет от рака по дороге к своей старости. Кстати, если нажать Ctrl-Shift-T, то последнее искажение автоматически повторяется. Но это не работает на смарт-объектах. Об этом позже. Далее я приступил к окрасу, но и тут уже возникает необходимость нарисовать похожее лицо, что порой бывает просто невозможно нарисовать с первого раза. Тут без референсов никуда. Вот так вот рисовал Стаса, а получился то ли Ургант, то ли Слепаков. Рисуя все анимации для Стаса, я брал референсы прямо из его видео. Просто искал момент, где он повернет голову в нужный мне ракурс. Принтскрин, и у меня есть его голова. Подобное я делал, когда рисовал мульт для Жени Бэдкомедиан. Чего и нельзя отнять у медийных личностей, так это количество реферальных лиц и эмоций, которые можно подсмотреть у них из видео. И, к слову, все это не относится к тем случаям, если персонаж изначально был нарисован. Мультяшные лица довольно просты и тупо запоминаются, что дает возможность их рисовать, никуда не подглядывая. Ну и делать, соответственно, это без референсов. Анатомия! Кисть. Кисть поменьше. Кисть побольше. Колер. Тряпка, баночка, краска, еще краска, больше краски, водичка. Это все являлось необходимым инвентарем, если бы вы были художником 19 века. Но мы живем в информационной эпохе, век IT, открытий и знаний. Наше поколение рождено на взлете науки. Слава тебе, Господи! Не являясь ценителем традиционной живописи, для себя я решил, что это огромное счастье рисовать на домашнем компьютере. Не нужны все эти баночки. Чтобы проще было понять принцип окраса, объясню на примере простой картинки. Допустим, есть такой рисунок. Вот он квадратный. Под этот контурный слой я помещаю еще один слой. Задаю подобную контурам форму и заливаю ее. Для создания такой формы я все так же использую свободную форму лассо. Далее может быть два варианта развития событий. А именно, если предмет имеет какую-то детализацию,
то в 90% случаев поверх этого же слоя рисую детали точно таким же способом, создавая различные формы и заливая их. Остальные 10% связаны с взаимодействием с другими предметами, когда создается необходимость отделить от фона эти детали в каких-то спокойных не-экшн-сценах. Например, в случае, когда рука держит телефон, который будет слегка передвигаться, приходится размещать этот же самый слой с телефоном на отдельном слое выше, вместе с кистью руки. Это позволит перемещать телефон над туловищем без всяких потерь, ничего не дорисовывая. Мне кажется, это можно было не говорить. Я предупреждал. Второй путь развития событий. На предмете может быть какой-то рельеф. Его следует передавать, как ни странно, тенями. Для ориентирования внутри одноцветного предмета и отслеживания перепадов рельефа нужны, конечно же, контуры из черновой анимации или из раскадровки. Они помогают избегать дергания или плавания собственных теней, ну или хотя бы сократить их амплитуду внутри тела. Чтобы сделать собственную тень на предмете, для себя я определил два способа. В первом, если предполагаемая собственная тень перекрывает большую часть тела, то я выделяю предмет целиком и как бы высекаю в нем световые части. После заливки темным пятном при необходимости остается возможность подкорректировать получившийся результат. И второй способ полезен в случаях, когда собственной тени на предмете мало. Тогда удобнее поверх тела внахлёст ввести форму будущей тени, после чего нужно как бы отсечь ту часть области, которая не лежит на предмете. Вернее, это делает Photoshop, если в режиме работы волшебной палочки выбрать режим вычитания из выделенной области. После чего остается залить ее черным цветом. Черным цветом. О боже, как же так? Ведь известно, что если свет теплый, то тень холодная, а если свет холодный, то тень теплая. А еще в холодной тени должен быть теплый рефлекс, так как свет теплый, а при холодном свете в теплой тени холодный. Мне кажется, вы упускаете одну важную деталь, господа. При увеличении расстояния до предмета этот эффект снижается и увеличивается при сокращении дистанции. Вы же это помните? Да, месье, конечно же помним. Но этот молодой человек залил тень черным. О, святые художники, что за вздор! Какой невоспитанный молодой человек! Ему бы в художественную школу, мать его, блядь! Чтобы излишне не растягивать и без того длительный процесс рисования анимации, я в подавляющем большинстве случаев игнорирую тепло-холодность. Лично у меня постоянно следить за количеством синего в черном или оранжевого в нем же вызывает нерациональное и неоправданное замедление скорости работы. Неоправданность заключается в незначительном изменении графики. На подсознание может это и действует положительно, из-за чего кому-то может показаться, что картинка красивей. Но по большому счету это не так заметно, как, например, отсутствие тени полностью. К тому же многие даже и не слышали о теплохолодности. На самом деле в любой анимации много чего остается незамеченным. К примеру, вряд ли кто-то увидел падающий смартфон в заставке для обзоров, который разлетелся на 3 части. Это основной корпус, батарея и крышка. Да их и тут 2 к тому же. Во время просмотра моих работ, моргнув однажды, вы рискуете пропустить как минимум 7 минут моей работы. Редко я трачу меньше 7 минут на проработку одного кадра, и это усредненная цифра. Бывает, конечно, быстрее, но нередко на кадр уходит и больше 15 минут. Таким образом, на разработку 2 кроссоверов по аниме Наруто и Блич я всадил практически 3 года своей жизни. На канал пришло чуть больше 3000 человек, а доход с партнерки составил $45. Прежде чем я оставлю вас наедине с моим спидпейнтом, заскочу вперед на момент рисования смартфона. Итак, мы уже знаем, что свободное трансформирование слегка портит качество. Перерисовывать строгий геометрический объект под другим углом покадрово нет смысла. К тому же в нем должен быть текст. Но нам ведь необходимо вращать телефон. Это уже чистовая анимация, и качество краев этого слоя в приоритете. Чтобы избежать потерь в качестве при вращении, нужно превратить телефон в смарт-объект. Раньше во флеше это называлось символом, внутри которого можно было создать даже отдельную анимацию. Так и здесь. Получается такой своеобразный сон внутри сна. Таким образом, каждое новое положение нашего телефона будет подгружаться из внутреннего содержимого данного смарт-объекта, которое можно даже менять по ходу вращения. В отличие от деления клеток и копирования ошибок, этот процесс больше напоминает преобразование стволовых клеток в какую-либо материю. Но есть одно «но».
По какой-то причине это не работает с смарт-объектами. При нажатии повтор последнего трансформирования либо ничего не происходит, либо искажение происходит не так, как я искажал объект в последний раз. В общем, для меня на данный момент это остается тайной. Если вам что-то известно об этом, можете написать в комменты. Также мне не ясна природа задержки инструмента рука, если применять его во время создания какой-либо формы при помощи лассо. Также, если что-то знаете об этом, буду рад почитать ваши инструкции. Теперь хотелось бы подбить итог. Итак, для начала необходимо воплотить свои мысли и задумки в раскадровку. Это может быть обычное слайд-шоу. При необходимости туда добавляется анимация. Черновая же анимация, в моем случае попросту усложненная раскадровка, по готовности окрашивается областями, созданными инструментом лассо. Им же наносятся и тени. А в самом конце спецэффекты. Для создания последних я использую Onion Skin головного мозга, как в общем и при создании туловищ, после чего документ разбивается на отдельные файлы, которые друг за другом находят свое место на шкале времени в видеоредакторе. Если бы видеоредактор мог читать анимацию из PSD файла, то этого бы не нужно было делать. Кстати, что-то странно получается. Если это посмотрит другой аниматор, то он же лучше рисовать не станет. Напротив, захочет покритиковать меня. Ну, как бы и ладно. Я только рад буду. А тот, кто рисовать не умеет, вряд ли научится. Ну, может, что-то узнает о пропорциях, но это секунд 10 всего хронометража. Черт, какой смысл видео? Ты показал, как ты рисуешь, тебя же просили об этом. Ну да. Ну вот. На этом мои комментарии подходят к концу, а вы можете продолжить просмотр этого спидпейнта. Я заснял каждую секунду, когда рисовал этот джингл, возможно, даже заметите те этапы, про которые я говорил ранее. Приятно.
Кстати, забыл поприветствовать вас. До свидания.